Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и сегодня мы будем с вами вязать вот такого пингвинчика из остатков пряжи. А что это такое? Это у нас чехол для помады или бальзама для губ, или блеска для губ, уже выбирайте сами. Вот так он поднимается, шапочка опускается, а внутри у нас помада. Вот такой милый зимний аксессуар мы сегодня с вами свяжем. Смотрите, какой он милый, прелестный, забавный, будет украшением для сумочки. И давайте я вам сейчас покажу, как это выглядит на сумочке и как можно будет им пользоваться. Ну вот так, давайте его сейчас мы прицепим. Вот раз, два, и готово. Так он цепляется и украшает нашу сумку. Смотрите, вот такое милашество можно связать буквально за 20 минут и насладиться творчеством и сделать приятность себе или кому-то еще. Ну и нам понадобятся остаточки пряжи. У меня будут вот такие. Основной черный, потому что это пингвин. Животик или пузико я буду вязать вот таким бледно-фиолетовым. А вот фиолетовым поярче, это я уже свяжу шапочку. Ну что, давайте начнем. Свяжем наш чехол для помады в виде пингвинчика. И крючок я использую 2,5. Он подходит к моим ниточкам. А вы уже можете подобрать к своим ниточкам подходящий крючок. Ну и начнем мы с вами, как всегда, с кольца амигуруми. Но сначала сделаем в кольцо амигуруми 3 воздушных петли. Это у нас будут петли подъема. Первая петля, вторая и третья. И дальше мы с вами в кольцо амигуруми будем вязать 14 столбиков с одним накидом. Мы вяжем так с вами донышко нашего чехла. И давайте я сделаю это в ускоренном режиме. Первый ряд у нас с вами будет 14 столбиков с одним накидом. Ввязываем в кольцо амигуруми. Так, заканчиваем. И как обычно мы стягиваем с вами кольцо и делаем соединительный столбик в первую петлю. Готово, первый ряд мы с вами уже связали. Второй ряд. Мы будем каждый раз делать петли подъема, поэтому вяжем 2 петли подъема. И дальше мы будем с вами вязать, тут будьте внимательны, 14 столбиков без накида. Но не за 2 петли, а за одну долю петли, за заднюю долю петли. Мы начинаем вязать стенки нашего чехла, поэтому, чтобы у нас донышко осталось таким ровненьким, мы вяжем 14 столбиков без накида за заднюю стенку петли по кругу. И это будет у нас с вами второй ряд. Так, довязали и делаем соединительный столбик в конце. Дальше делаем 3 воздушные петли подъема. И тут мы сейчас с вами будем вязать, уже будем формировать животик вот такого цвета нашего с вами пингвинчика. Поэтому начнем вязание с 5 столбиков с одним накидом черного цвета. Первый вяжем, второй, третий, четвертый и 5. И тут, чтобы нам ввести не белый цвет, а чтобы ввести сиреневый цвет, цвет пузика, мы заканчиваем уже светло-сиреневым цветом. И дальше продолжаем 4 столбика с одним накидом.
уже, ну пусть он будет белым, белым цветом. Первый, второй, третий. Ниточки ввязываем хвостики. И четвертый. Так, опять закончим мы этот столбик черным цветом. И дальше до конца ряда мы будем вязать с вами уже черным цветом еще 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, и осталось четвертый и пятый. Смотрите, мы по такой схеме будем вязать с 3 по 8 ряд. Получается, что 6 рядов подряд. И в конце, как всегда, у нас с вами соединительный столбик. И мы заканчиваем ряд. И вяжем так еще 5 рядов. Один с вами провязали, еще 5 вяжем. Давайте уже встретимся в конце 8 ряда. Я провяжу это за кадром. Схема легкая и простая. Вяжем так по кругу. Единственный момент, вот я сейчас хочу вам показать, смотрите, у нас с вами вот такие ниточки, да, и чтобы у нас не было здесь таких перехлестов в нитках, нам надо белую нитку вернуть сейчас, а черную потом продолжить. Поэтому что мы делаем? Мы вот так с вами ниточки прокладываем, черную мы проложили, а вот эту светлую, сейчас я ее выберу, и вот как бы возвращаем в начало. Немножко попустите ее, сделайте такой свободной. И когда будете вязать белым цветом, вы эти ниточки захватываете, чтобы их провязывать. Единственное, что черная пусть у вас будет внизу, а светленькая наверху. Тогда ее не будет видно в нашем вязании. И подхватываем так ниточки эти и провязываем. И у нас с вами не будет всяких протяжек, они не будут мешать нам, чтобы ложить помаду, не будут задеваться, потому что на изнанке у нас с вами будет все красиво, без протяжек. Мы все с вами ниточки вывяжем. Ну и пока я провязываю, единственный момент хочу вам сказать, что вы уже количество рядов, вот эти, может быть, вы свяжете 5 рядов, 6 рядов или 7, померите по своей помаде или по своему бальзаму для губ, потому что они бывают разной высоты. Ну а я продолжаю дальше вязать. И давайте я вам сейчас покажу, чего мы хотели добиться, чтобы у нас изнанка была без протяжек, чтобы легко можно было вставлять помаду, бальзам. Вот смотрите, видите? Никаких ниточек нету. Эти хвостики мы с вами уберем, и вот такая красота получается. Ну что, давайте я свяжу за кадром. И вот, я все связала. Считаем, сколько у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я связала 6 рядов, для меня это достаточно. Померяйте свой чехол. Дальше у нас, смотрите, с вами будет еще 2 ряда черных. Здесь у нас будут глазки, носик. И еще 2 ряда мы свяжем черным цветом, а потом уже будем вязать шапочку. Ну и давайте продолжим с вами. 8 ряд. Опять мы с вами вяжем 3 воздушные петли подъема. И черным цветом, петля в петлю, вяжем 14 столбиков с одним накидом. Здесь у нас ничего сложного. Давайте я это сделаю за кадром, провяжу.
И увидимся с вами уже в 9 ряду. Там у нас будет чуть-чуть маленькое изменение. Ну вот, я связала 8 ряд. Красота. 9 ряд мы вяжем с вами 2 воздушные петли подъема. И дальше, обратите внимание, мы будем вязать 14 полустолбиков с одним накидом. Делаем накид, а потом протягиваем ниточку через все петельки. И так повторяем 14 раз. В 9 ряду у нас 14 полустолбиков с одним накидом. В моем случае это последний ряд. Для меня высота тела пингвинчика достаточная на мою помаду. Подошли к завершению, делаем соединительный столбик. Ну, в принципе, готово, смотрите. Нам надо теперь с вами сделать, будет поворосочки. Но так как мы закончили с вами посередине спинки, это будет некрасиво, поэтому мы с вами вяжем 5 соединительных столбиков, чтобы просто перенести нашу ниточку в боковую часть. Может, вам достаточно будет 4 столбика, вы уже посмотрите по своему вязанию. Так, я связала 5. И теперь дальше мы с вами вяжем 70 воздушных петель. В моем случае 70 петель это достаточно. Вы можете померить по своему изделию. Может быть, вам нужно будет больше или меньше. Ведь все вот эти воздушные петли у каждого разные, плотность вязания разная. Давайте я свяжу все 70 за кадром. Ниточку обрежьте подлиннее. Ну и вот я примерила. Осталась у нас шапочка, крылья, ножки. И чехол будет готов. Ну что, давайте сначала свяжем с вами крылья. Вот такое крылышко мы свяжем. Нам нужно будет 2 штучки. И начнем вязание с 2 воздушных петель. Сначала закрепим и делаем 1 и 2 воздушная петля. Дальше мы делаем в 1 петлю 3 столбика без накида в 1 петлю. Воздушная петля подъема, развернули вязание и вяжем столбик без накида. В следующую петлю прибавка. И еще 1 столбик без накида, последнюю петлю. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И теперь 5 рядов подряд с 4 по 8 мы с вами вяжем по 4 столбика без накида. Это будет высота или длина крылышка у нашего с вами пингвинчика. Я это сделаю за кадром. И мы с вами уже увидимся, когда будет готово крылышко. Как видите, оно вяжется легко и просто. Нам нужно будет связать таких 2 штучки. Да. Довязала. Ниточку оставьте подлиннее, ею мы будем пришивать крыло. Закрепим. Готово. Вот этот хвостик просто красиво закрепите. И потом иголочкой протяните. Все, крылышко готово. Я уже связала 2 штучки. Потом с вами пришьем с одной стороны и с другой стороны. Но это сделаем позже. А сейчас давайте продолжим и будем с вами вязать лапки. Лапки вяжется легко и просто. Кольцо амигуруми. В него мы вяжем 6 столбиков без накида. У нас с вами лапки будут состоять из 2 рядов. Но получится милые. Кольцо амигуруми, 6 столбиков без накида. Колечко стягиваем, делаем соединительный столбик. И 1 ряд у нас готов.
Второй ряд еще проще. Делаем 3 воздушные петли. И в следующую петлю делаем соединительный столбик. И снова 3 воздушные петли, соединительный столбик. И еще один раз 3 воздушные петли и соединительный столбик. Все, лапка готова. Вяжем таких 2 штучки. А потом так пришьем. Ну и осталась у нас шапочка. Шапочка у меня будет яркая, вот такого яркого фиолетового цвета. И начнем мы вязать ее с цепочки из воздушных петель. Вяжем 21 цепочку, 21 петлю воздушную. Соединяем, делаем соединительный столбик. И дальше мы с вами вяжем воздушные петли подъема, 2 воздушные петли, и по кругу вяжем 20 столбиков с одним накидом. Провязываем так второй ряд, петля в петлю, 20 столбиков с одним накидом. Давайте я это сделаю за кадром и увидимся с вами уже в 3-м ряду. Делаем так до конца ряда. Третий ряд мы начнем с 2 воздушных петель подъема. Дальше мы делаем рельефные столбики. Смотрите, мы делаем лицевой рельефный столбик с одним накидом. Первый. Второй делаем изнаночный лицевой столбик с одним накидом. И чередуем лицевой, вводим крючок спереди, прям за целый столбик. И следующий вводим с изнанки. Так, я вам прописала схему. Так делаем до конца ряда. 1 рельефный столбик спереди, 1 рельефный столбик сзади. Смотрите, мы так вяжем с вами 3-й, 4-й, может быть 5-й ряд. Вы уже померяете по своей помаде, какой высоты. Я связала, мне достаточно было вот такой высоты шапочки. Ниточку отрезаем, закрепляем, и нам осталось ее только стянуть. Берем иголочку. И смотрите, тут ниточкой мы с вами будем поддевать за вот эти рельефные столбики, за одну полудолю петли рельефного столбика. И потом стянем, и шапочка у нас в принципе будет уже готова. Ну давайте я покажу вам, как это делаю, чуть-чуть ускоренный, конечно, режим. Вот это все понятно, правда? Вот тут еще поддену. Все. Вот такая шапочка готова. Подтянули хорошо. Нам нужно теперь сделать с вами бомбончик, да, кисточку. Для этого я возьму желтенький, немножко вот этого темно-фиолетового. Это просто вся ниточка, что у меня осталась, поэтому маленький кусочек отрежу, мне для цвета хватит. Вот так. Ну и вот этот бледненький возьму. Складываем ниточки. Вот так вместе. И вот так 2-3 раза обворачиваем вокруг пальчиков, ниточки обрезаем. Теперь посередине нам надо будет с вами ее просто хорошенько завязать. Ну, вот так. Я не знала, снимать этот момент или не снимать. Ну, если вы умеете делать эти бомбончики, пропустите просто этот момент. Ну все, тут мы разрезаем наши петелечки. Так. И здесь можно просто, вот чтобы кисточка получилась, вот этим концом ниточки обмотать и потом к шапочке пришить. Вот так. Но можно сделать и другой вариант. Смотрите, берем вот эту кисточку, еще мы с вами ее не обвязывали, подстригаем, выравниваем
ножничками. Так, чтобы она красивая была. Мусор убираем. Так, и смотрите, у нас тут есть отверстие, да? И сейчас мы вот этими ниточками проденем нашу кисточку внутрь. Вот сюда. И как раз не будет никакого отверстия, дырочки. Вот, смотрите, подтянули. А здесь ниточкой просто этой же мы закрепим. Хаотично, рандомно просто закрепляем эту кисточку ниточкой. Ну, еще раз я для надежности сделаю узелочек, второй, и потом хвостики эти все просто обрезаем. Они нам не понадобятся. И вот, смотрите, хотите для надежности этой ниточкой можете вот так еще пару раз обернуть, потом сделать вот такую петлю и в нее продеть хвостик. Ну, как бы вообще, для надежности, для надежности. И еще один раз петля закрепили. Все, уже ничто не вылезет, не оторвется. Ниточку эту вытянуть наизнанку и зашить. Шапочка готова. Ну что, осталось нам собрать с вами полностью этот чехол. Давайте я сделаю это за кадром и лишь вам покажу, как все получилось. Ну вот, смотрите, какой чехол получился. Мы пришили лапки, очень просто, 2 стежками. Тут подхватила, видите, и здесь подхватила. Дальше крылышки. Мы крылышки пришили. 1, 2, 3. И на четвертом ряду белого цвета. Примерно мы пришиваем крылышки. Ну, тут ничего сложного я не стала вам показывать, правда? На 4 ряду. И 2 ряда у нас остается для того, чтобы сверху мы вышиваем глазки и делаем носик. Носик делается очень легко. 4 раза делаем стежок, а потом сверху его обшиваем. И получается вот такой клювик. Ну, осталось нам присоединить шапочку. Смотрите, находим. Это у нас задняя часть шапочки. Находим здесь, вот видите, такое отверстие, как бы дырочку. У нас с вами столбики с одним накидом, поэтому это несложно будет найти. Просто обратите внимание, чтобы не попали между ниточками. А вот найдите вот такое отверстие. И с другой стороны точно так же, на том же ряду, вводим нашу иголку. Так, готово. Вот. И будет двигаться шапочка. А сейчас вот этот край нашей с вами ленточки нужно пришить. Мы смотрим, чтобы это было симметрично. И здесь хорошенько пришиваем. Здесь хорошо закрепите, потому что, ну, в принципе, на этой повороточке будет держаться наша помада, и чтобы мы не потеряли ее и не потеряли нашего чудесного пингвинчика. Хорошо здесь закрепите. Я делаю несколько стежков, чтобы было все красиво и надежно. Пришиваем, закрепляем. Я здесь делаю 2 закрепа. Первый и для надежности еще второй. Так, ну готово. Все, потом ниточку здесь я между петелечками протягиваю и обрезаю. Так, ну что, пингвинчик готов? Смотрите, шапочка одевается.
снимается, одевается, снимается. Все, давайте померяем вместе с помадой. Ну вот так. Ну красота же. Это такая милая штучка, которая порадует вас, которую можно связать в подарок на вечер. Зимний аксессуар, очень милый и красивый. Если вам понравилось связать со мной, и этот мастер-класс вам пригодился, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно. И до новых встреч, легких вам петелек. Пока-пока.